Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анна Гейшерик. Вы смотрите мой новый канал «Прямая речь». Также вы можете увидеть этот эфир на канале Рашкин Report. Пожалуйста, жмите лайки, подписывайтесь на наши каналы. Я буду благодарна за поддержку. Канал новый, в поддержке нуждается. И сегодня моим собеседником станет Саша Смирнов. Саша или Александр, как тебя называть? Как удобно. Хорошо, Саша, ведущий YouTube-канала «США понаехали и остались». Привет, Саш. Привет, Таня. Очень приятно. Я должна сказать, что мы с тобой виртуально, так сказать, давно знакомы, но поскольку мы живем в огромном городе Нью-Йорке, в котором все бегут в разные стороны и ничего не успевают, и мы живем в разных районах с тобой, хотя это не так далеко, то мы никак не могли встретиться с тобой в реальности, и вот встретились, наконец, в эфире. Так Вот что это понравилось. заодно это наше знакомство. Но я хочу начать с, так сказать, немножечко рассказать, чтобы ты рассказал о себе, твоей биографии, о том, что ты захочешь рассказать. Потому что я знаю, что ты приехал в Нью-Йорк лет 10 назад из Москвы, и твой приезд, в общем-то, имеет какую-то историю. Поэтому вот все, что ты хочешь с нами поделиться на эту тему, пожалуйста, расскажи нам. Предыстория приезда твоего. Как ты тут оказался, почему и зачем? Ну, все мы, кто приезжает сюда, имеет свою историю, предысторию, достаточно объемную, наверное, каждому есть что рассказать. Если я увлекусь, тормози меня. Да, я Обязательно. приехал около 10 лет назад, это сейчас мой 11-й год проживания в Америке. Приехал из Москвы за получением политического убежища, как гей, потому что я был вынужден уехать из России в связи с угрозами, которые поступали в мой адрес. Началось все с того, что я в 2013 году, в конце февраля, дал большое интервью популярному журналу, который назывался «Афиша». Я тогда работал в пресс-службе зама мэра Москвы, был ведущим специалистом, и тогда «Афиша» готовила специальный выпуск своего издания в преддверии подписания Путиным закона о так называемой запрете гомопропаганды. Мое интервью было одним из 20, наверное, и я был с фотографией, с цитатой на обложке, и в связи с этим моя жизнь весьма осложнилась. Я был вынужден уйти с работы, ну, грубо говоря, меня уволили, да, попросили уволиться. Ну и в течение года я принял решение, что нужно уезжать из Москвы, из России в принципе. Так я как... Понятно. А кем ты работал? Ты сказал зам Я кого? работал в пресс-службе зама мэра Москвы. Я был ведущим специалистом, и в большой пресс-службе я, наверное, был единственным, кто умел хорошо писать. Ага. Ну, то То есть есть я, как редактор, потому что непонятно специалистом почему ты был, я в этом я смысле. по образованию журналист, я окончил факультет журналистики Дальневосточного университета, тогда он так назывался. И у меня, наверное, лет 15 активной работы в средствах массовой информации, и телевидении, и радио, и газеты, поэтому я умею писать. Понятно. Ну, я это вижу по твоему Фейсбуку, в частности, мы поговорим тоже об этом. А скажи мне, а ты родом из Москвы или из Владивостока? Я так поняла, дальневосточный это во Владивостоке, да? Все непросто. Родился я на Урале. В 7 месяцев меня родители увезли на Дальний Восток, в город Благовещенск. Там я окончил школу. Оттуда я уехал в Владивосток поступать в университет. Затем, когда мне было около 30 лет, я перебрался в Москву. Сейчас мне Понятно. 50, в этом году будет 52 года. Так, ну я промолчу, сколько мне лет, но мы с тобой фактически ровесники. Вот, скажи мне, ты достаточно открыто говоришь, и сейчас я такие слова какие-то произнесу, но, пожалуйста, я хотела тебя попросить, ты меня поправляй в плане терминологии, потому что, ну, во-первых, я не принадлежу ЛГБТ-сообществу, я, так сказать, как это называется, ally, то, что по-английски называется, да, вот когда на гей-парады мы с мужем ходили, в частности, мы в колонии русскоязычной несколько раз ходили именно в самой колонии гей-парада, мы называли, значит, ally, что мы это сам... Как это по-русски? Вот расскажи мне эту терминологию немножечко, и ты меня поправляй, если я что-то буду не так говорить.
А по-русски ты имеешь в виду, как тебя обозначить в этой ситуации? Ally, да, вот что такое ally, например? Я сейчас начала говорить, поняла, что я не знаю этого слова по-русски Я даже. думаю, что корректнее, наверное, будет сказать, что ЛГБТ-френдли Это просто тоже не по-русски. другой терминологии, наверное, У специально нас нет. для вас нет, да. То есть у нас для Обычные вас люди, русской которые терминологии. поддерживают нас, и все, и не более того. Ну хорошо, я, кстати, что забавно, сейчас увидела это слово в совершенно другом контексте, когда кто-то, кто поддерживает Израиль и ну, там выступает против антисемитизма и не поддерживает выступления пропалестинские, там все эти, которые сейчас происходят на кампусах и так далее, называются Jewish ally. Значит, то есть люди, которые не евреи, но они ally. Я просто увидела это употребление, мне смешно стало немножко. Вот. Хорошо, и вот я не совсем знаю эту терминологию по-русски, чтобы я не сказала, так сказать, что-то не то, пожалуйста, поправляй. Вот ты говоришь открыто о своем образе жизни, и вот почему я тебя попросила поправлять, потому что я не уверена, что образ жизни – это правильный вообще термин. Ну, это как бы же не совсем… Ну да, наверное, я не Да. могу сказать, что это прям какой-то специфический образ жизни, это просто обычная жизнь, о которой я могу спокойно рассказывать. Ну, ты вот о себе говоришь, о своем гействе, как ты говоришь, или тоже, вот, понимаешь, русский язык, я почему просто на этом так концентрируюсь, что русский язык в силу многих исторических и прочих причин, он вообще не обладает, да, вот этой лексикой всей, то есть все, что мы не скажем, оно будет как-то очень странно. Я помню даже не, ну, на моей памяти уже не так давно, когда слово гомосексуализм, да, начало превращаться в слово гомосексуальность, то есть раньше и то нельзя было говорить, потом начали говорить, потом это слово само по себе устарело и стало немножко таким заряженным, да, вот, и поэтому, я думаю, нам будет полезно какую-то лексику тоже, знаешь, правильно употреблять, я поэтому. А, Ты знаешь, немножко в сторону отойду сейчас. У меня есть и у моего друга YouTube-канал, и мы сейчас в процессе подготовки большого, ну, можно назвать фильма о трансгендерных людях. Мы встречаемся с героями, и перед записью я им говорю примерно то же самое, что сейчас ты пытаешься сказать мне ты. Я не принадлежу к их сообществу, поэтому я могу не владеть всей терминологией. Главное, что я хочу зафиксировать сходу, то, что я дружелюбен, поправляйте меня, если я говорю что-то неправильно. Я не владею лексикой на 100%. И я получаю обратную связь, что людям действительно достаточно осознания того, что я не нападаю на них. Даже если звучит Конечно. некорректно этого, ну, мы все не семи пядей во лбу, и более того, в гей-сообществе многие скажут 10 раз гомосексуалист, а не гомосексуальность, вот как ты правильно сказала, допустим. Поэтому ничего критичного в этом нет, и как есть, так есть. Я рассказываю себе достаточно легко и свободно, потому что свое я, как говорю, уже отбоялся, поэтому ничего какого-то за гранью запредельного я себе не пишу, как мне кажется. Мои гетеросексуальные друзья примерно говорят то же самое о самих себе. Поэтому я здесь провожу такие же параллели. Если они могут говорить о каких-то частных своих ситуациях житейских, почему я не могу? Конечно, конечно. И почему я немножечко на этом так сконцентрировалась? Я знаю, что, конечно же, ты не будешь меня упрекать, если я что-то скажу не так, потому что ты знаешь меня, ты читаешь мой Facebook, ты прекрасно знаешь, как я расположена и настроена. Но мне кажется, что в качестве, если мы уже взялись за какой-то там, ну, какой-то ликбез или какую-то взяли на себя такую функцию говорить в микрофон, а не просто так, да, друг с другом по телефону, то хорошо было бы еще что-то новое добавить к информационной, так сказать, среде. Вот в частности, опять же, я лингвист и филолог, я преподаю, в частности, русский язык, и я знаю все ограничения русского языка в этом плане, и это не потому, что русский язык хуже, чем английский, а потому что, естественно, это социально-культурные ограничения, которые, то есть обо всем связанном с сексом и и даже не с сексом, а вот с этой сферой, видишь, даже нет для этого слов, как сказать, потому что мы же все знаем, что гомосексуальность – это не секс, это не образ жизни, потому что моя жизнь с моим мужем – это не образ жизни, да, это просто мы так живем, да. Вот, то есть нет для этого даже нет базовой лексики. Вот хорошо было бы ее как-то внедрить и создать. Я поэтому, в общем-то, говорю. Но я хотела тебя с вами сейчас поговорим про твой канал обязательно, но я хотела спросить, во-первых, как давно ты стал открыто говорить о себе и о своем, ну, то, что мы называем образе жизни, в Москве, в России, в университете, во Владивостоке? То есть когда ты начал, в общем-то, да.
Все как раз началось с того интервью, о котором я сказал ранее, журналу «Афиша». И что касаемо терминологии, есть такой термин «камин-аут». И Так, выйти из шкафа. да, Ну, совершенно хоть верно. слово «шкаф» в русском языке есть. Ну, хорошо, да. По аналогии с американским, с Да, английским, это выход из шкафа. Так вот, этот камин-аут – это процесс, который можно начать, но его невозможно закончить. Сейчас я поясню, что имею в виду. Если ты какая-то суперзвезда, то тебе достаточно единожды дать интервью, в котором ты расскажешь о себе, там, о своей сексуальной ориентации, допустим, и этого будет достаточно на все твои годы. Все тебя просто знают. Когда ты обычный человек, как я, например, то ты совершаешь эти камин-ауты по мере расширения твоего социального круга. Ты где-то скажешь новым друзьям, где-то скажешь коллегам в социальных сетях. Поэтому этот процесс бесконечный, и он очень важный для каждого гея, для каждой лесбиянки, для каждого человека из меньшинства, потому что он тебе позволяет ну, просто свободнее вздохнуть, да, не вариться в своем маленьком социуме или даже, может быть, не держать это все в своей собственной голове, а быть просто свободным, открытым и не париться. Потому что очень большую часть своей жизни гомосексуалы, которые не совершают камин, они проводят в таких, они тратят так много энергии на вот это скрывательство, на этот замкнутый образ жизни, что просто, ну, наверное, жизнь может стороной пройти. конечно. Ну, то есть ты хочешь сказать, что ты, в общем-то, начал камин-аут только, вот ты говоришь, что перед отъездом, за год до отъезда примерно, да, когда ты дал это интервью Афише, это тебе было уже около 40 лет, получается, правильно? Смотри, если говорить о камин, то первый камин я совершил перед своей одноклассницей. Мы уже окончили школу, и прошло, наверное, пару-тройку лет, и мне показалось, что в нашей дружбе моя одноклассница видит нечто большее. И я считал обязанным открыться перед ней, чтобы не давать ложных надежд. Это был первый камин и он, наверное, был одним из самых сложных для меня, потому что артикулировать о себе что-то такое сокровенное, интимное весьма непросто. Я помню, это было, мне было около, может быть, 18 лет тогда. Мы гуляли долго по городу, и я никак не мог настроить себя и подловить нужный момент, чтобы это сказать. И вот мы уже подходим к ее дому, я провожаю ее домой, и я себе говорю, так, Смирнов, вот доходим до этого дерева, если ты не скажешь, то ты сам себя перестанешь уважать. Она восприняла это адекватно, и ну, это помогло мне, может быть, почувствовать некую уверенность, дало заряд на последующие мои камин-ауты. Моим вторым серьезным шагом к открытости был камин перед моей мамой, который я сделал, когда мне было около 30 лет. Но я тогда уже переехал в Москву и рассказал ей о себе в письме, подробном таком письме, рукописном, на нескольких листах, и я просто прописал все стереотипы, которые есть в голове у большинства о меньшинстве. Я написал, что меня никто не совращал, что это не лечится и это не стоит лечить, что у меня были попытки жить как все. Ну, в общем, я все такие штуки И что это, перебрал. наверное, не вина папы с мамой, что они что-то не так с тобой Наверное, да, потому сделали. что я прекрасно понимаю, что очень многие родители начинают копаться в себе и думать, что действительно как-то упустили они что-то в воспитании в отношении своих детей. Ну и это письмо я отправил, и через 2-3 недели никакого ответа, через еще неделю никакого. Тогда я позвонил бабушке и как-то так попытался прозондировать почву, спросил, письмо-то получали? Бабушка удивилась, какое там письмо, никакого письма не было. Ну, мы с ней поговорили, я положил трубку, и через буквально пару минут перезвонила мама, она плакала в трубку и говорила, что, конечно, все не получили, и она спросила, почему ты не сказал мне об этом раньше, нам обоим было бы проще. Вот это были ее слова, которые я помню. Понятно. Ну, это прекрасно, что, да, когда люди, особенно того поколения, в общем-то, я вот в одном из своих эфиров
недавних с Юрием Рашкиным. Я рассказывала про своего папу, как раз тоже, который сейчас ему за 80, но он всегда был, то есть он не попался в эту ловушку вот иммигрантской вот этой вот среды русскоязычной, которая вся консервативно-правореспубликанская, там трампистская, еще до Трампа и так далее, да, все, а он каким-то образом сохранил вот в своей душе вот эту вот либеральность и мыслить не так, не как все. И, в общем, это, конечно же, очень повезло, когда родители, все равно ты родителей любишь и все равно пытаешься иметь с ними хорошие отношения, но когда они при этом, так сказать, падают жертвами Первого канала, там, Fox News или там, или еще чего-то, да, или каких-то русских этих самых радио, прости господи, даже не хочу называть, бруклинских, да, то это всегда очень печально. Могу А, сказать, да. могу сказать то, что когда я писал письмо маме, у меня не было уверенности в том, что она прореагирует именно так. Ам, И Конечно. позже я работал волонтером более года на телефоне доверия для ЛГБТ-людей в Москве. И мне звонили абоненты, которые рассказывали о том, как их родители не приняли. Поэтому нет какой-то формулы. Я думаю, что более того могу сказать, у меня достаточно много друзей, которые приехали из той же России, живут 10 и больше лет в Нью-Йорке, в частности, но они до сих пор продолжают скрывать свою жизнь частную у своих родителей, которые остались там. Ам, Полагаю, что их не поймут и не примут. Ну, я тут еще могу добавить, что насколько это, я почему-то эту тему, она для меня всегда была очень важна, хотя я никакого отношения не имела, и, в общем-то, в семье у меня не было, у меня друзья, безусловно, геи есть, обоего пола, но, то есть, я не знаю, почему для меня эта тема такая с достаточно раннего возраста оказалась мне очень важной, как тема прав там, человека, равных и так далее, всегда была феминистка, для меня это было понятно. Это понятная сама женщина, да, то есть всю прелесть всего этого мира я испытала в этом плане. Для меня очень важна была тема антисемитизма, я еврейка, весь спектр, так сказать, проблем с этим связанных я тоже испытала. А вот эта тема, она как бы ко мне отношения вроде бы не имеет, но она тоже меня всегда очень волновала. И тут можно сказать, что для многих тема отношений с родителями – это достаточно сложная тема, и не нужно быть геем для того, чтобы иметь большие проблемы. Ну, то есть кабинеты психологов полны, и их банковские счета, да, Да. полны благодаря людям, у которых проблемы с их родителями, да, и, в общем-то, далеко не все из них геи. Но мне кажется, что, то есть хотелось бы, чтобы мы наконец-то жили в мире, где все это были бы просто одни проблемы, да, одинаковые проблемы. Ну вот у меня проблема, что мама хотела, чтобы я там удачно замуж вышла, да, я там не знаю, не так, как она хотела. А у другого проблема, что его родители хотели там, чтобы он, я не знаю, врачом стал, а он на гитаре играет. И это может вылиться в очень серьезные проблемы. Я знаю ситуации, когда с детьми не разговаривали родители, потому что они там не пошли по дедушкиным стопам не знаю куда, а пошли я не знаю куда. Ам, Хотелось бы, чтобы проблемы геев с родителями, например, тоже были такими же проблемами. Просто еще одна проблема, которая у тебя может быть с родителями. Но это не так до сих пор было. Я это понимаю, что это дополнительно отдельная проблема, потому что когда ты, не знаю, женщина и выбираешь какой-то путь не женский, условно, а твои родители хотят там, да, то мы сейчас уже живем в обществе, которое, в общем-то, тебя поддерживает. Если мы сейчас вернемся на 30, 40, 50 лет назад, конечно же, это было не так. Но на данный момент уже, в общем-то, по крайней мере, среди своих сверстников, среди своих peers, то, что называется, да, твой мир, в общем-то, ты легко можешь достаточно выбрать себе мир, который будет тебя поддерживать. То же самое касается профессий, касается очень многих других вещей. Но будучи геем в русскоязычном пространстве, скажем так, да, то ты не просто это проблема с родителями, ты остаешься как бы в одиночестве, потому что тебя и весь мир тебя не поддерживает, да, то есть ты весь мир скорее будет на стороне твоих родителей тут в этом вопросе. Ну, я сейчас опять же возвращаюсь немножко назад. Я понимаю, что можно найти узкий круг друзей, там, геев, да, которые будут тебя поддерживать. Но когда мы говорим о социуме, то все еще эта тема, она очень, насколько я понимаю, тяжелая. Затрагиваешь так много аспектов, что даже не знаю, с чего начать, чтобы парировать.
Смотри, во-первых, те люди, подростки, которые осознают себя частью меньшинства, им сейчас чуть легче, потому что у них больше доступ к информации. Когда я взрослел, не было интернета, и у меня был маленький провинциальный город, и первый человек, с которым у меня были отношения, мы познакомились по переписке в какой-то там газетенке, он приехал ко мне на поезде из Минска на Дальний Восток, и полагал, что есть какая-то особая тусовка в моем городе. Мы обошли весь наш город, и никого мы, конечно, не нашли, никакой тусовки. Поэтому до 20 лет мне пришлось носить эту проблему, назовем ее так, внутри себя и ни с кем не иметь возможности с ней поделиться. Ну, почти до 20 лет, да. А, Самый сложный возраст взросления подростковый, когда можно просто сойти с ума, а, когда принимают закон о запрете гомопропаганды, прикрываясь интересами детей. Так вот, я понимаю, что как раз с этими самыми детьми они жертвуют, потому что по такой очень зыбкой статистике подростковых самоубийств до трети всех удавшихся случаев самоубийства приходится как раз-таки на гомосексуальных подростков. И они самая незащищенная категория населения. И особой какой-то помощи, ну, в России-то им точно никто не оказывает сейчас. Как они с этим справляются, можно только представить. Да. А, Э, Вот. Еще что могу Понимаю. сказать, Да. что был период в России, когда меньшинства начали как бы принимать, и можно было даже в провинциальном городе ходить, держась за руку с человеком своего пола. Это я хочу сказать к тому, что даже если сейчас мы в Америке видим а, определенную свободу в отношениях однополых пар, то все достаточно быстро можно свернуть даже и здесь. Конечно. Потому что все делается в угоду власти. И если власть решает, что можно разыграть эту карту, обозначить врагами определенную социальную группу, то это делается достаточно быстро и легко. Да, и люди с удовольствием это поддерживают. Буквально в несколько лет ты превратишься из свободного человека в изгоя и в мишень. Да, ты знаешь, ну, я преподаю, опять же, в университете, и я со своими студентами разговариваю очень о многих вещах. Я стараюсь, так сказать, я преподаю курс по кино, который дает мне возможность разговаривать не только о грамматике, да, как на языковых курсах, а обо всяких социокультурных, политических проблемах. И я им пыталась вот объяснить вот это, я им показывала какие-то фильмы, в частности, российские фильмы, в частности, на эту тему. И я им говорю, ну вот мы привыкли, что есть такая в западном мире как бы, ну я не могу сказать мифология или иллюзия, это частично правда, конечно, но что вот эти вот страшные фашистские там какие-то законы против геев, все это где-то там, это вот в Иране, там, да, в Саудовской Аравии, в частности, как мы уже несколько раз говорили, защитники, допустим, Израиля, да, те, кто там отстаивают, в общем-то, непогрешимость там Израиля во всей этой ситуации, они часто говорят, ну это же единственная там демократия на Ближнем Востоке. И как же эти вот квиры все поддержали палестинцев, как же они не понимают, что если они, вот пусть они поедут в Газу, и их там повесят на площади, да, то есть такой вот дискурс. Тут я хочу сказать, и вот я своим студентам такую вещь говорю, что, в общем-то, это фактически иллюзия. Да, конечно, у нас никого не вешают на площадях, но для того, чтобы части населения, меньшинству какому-то жилось очень и очень дискомфортно и даже опасно, совершенно не нужно вешать никого на площадях. Потому что вот в России вышел закон против гей-пропаганды детям, и если они специально научились формулировать так, что как бы если ты это скажешь среднестатистическому человеку, немолодому, который не имеет никакого ни к чему отношения, он скажет, ну да, но детям же не надо пропагандировать, а зачем им в Это школах немножко заставлять? дальше, извиняюсь, тебя перебиваю, они пошли немножко дальше, и был такой момент, когда они прям целенаправленно через СМИ, через какой-нибудь канал НТВ проводили параллели между гомосексуальностью и педофилией. Я думаю, Ой, что да, если с этого начиналось, конечно. среди обывателей российских, то многие эту подмену понятий даже и не заметят. К вопросу терминологии. Люди настолько малограмотны, что для них что одно, что другое. Вот так. Да, И это важное замечание. подыгрывая то, что ты сказала выше про
квиров, которые поддержали Палестину, предположим. Здесь тоже есть некая такая иллюзия, когда в России принимали закон об экстремизме, я не знаю, как он точно называется, российские власти решили выделить группу геев, лесбиянок, трансгендеров в такую некую организацию и приобщить ее к экстремистам. И это было очень комично, потому что я не представляю, как всех нас можно подогнать под какой-то знаменатель и назвать организацией. Мы не платим членские взносы, мы не состоим в какой-то ячейке, у нас нет ни устава, ни какой-то программы. Это невозможно сделать, потому что мы все разделяем разные взгляды. У нас порой... Все дружно развращаете детей, мы же все это Да, да, знаем, действительно, да. понимаешь? Ну, Конечно. это я хотел отреагировать на реплику о том, что квиры поддержали Палестину. Мгм. А Где эта статистика? Хотелось бы взглянуть, потому что в моем окружении среди квиров Палестину никто не поддерживает. Возможно, у меня какое-то особое окружение, но это так. Я, естественно, понимаю, что есть люди, которые поддерживают и одних, и других, но говорить о том, что они поддержали, это обычная логическая ошибка. Выдавать желаемое за действительное, свою частную жизнь за некую статистику. Да, Мне это прекрасная мысль. И я думаю, что, возможно, есть некая доля истины в том, что больше квиров, возможно, поддержат Палестину, просто по тому простому факту, что, скорее всего, среди геев больше лево-либерально настроенной публики, чем в среднем по больнице, так сказать. Ну, и, естественно, чем левее, так сказать, какая-то коммуна, какая-то сообщество, тем больше в них поддержка традиционно Палестины. Это обычно идет пакетом, в общем-то. И поэтому, особенно если они не евреи, хотя тут и евреи поддержаны, уже туда непонятно уже, кто что поддерживает, в общем-то. Поэтому вполне вероятно, что среди геев просто потому, что больше среди них либералов, больше, наверное, процент поддерживающих Палестину. Ну и что? То есть тут как бы почему какое-то сообщество, почему у них должны быть такие взгляды или не такие взгляды, почему они вообще ничем не должны как бы отличаться Да, от общей и публики. еще, если говорить о поддержке, то ее тоже можно расслоировать, да, если Да, так выразить. конечно, Потому что одно дело, когда ты заявляешь о неких пацифистских взглядах, и тебя одна группа сразу же может отнести к антисемитам. Это тоже большая проблема, потому что мы, находясь в стрессе, в состоянии войны, в состоянии жестких убеждений, мы перестаем различать полутона. Поэтому конечно. иногда мне просто даже сложно и опасно формулировать свою мысль, чтобы ее потом не перевернули и не использовали. Ты потом уже просто не оправдаешься, мне кажется. Ой, а уж мне как сложно, сколько я потеряла на этом деле со всех сторон, да, и френдов, и подписчиков, и чего угодно. Ну, я, так сказать, говорю то, что я считаю нужным, и обычно на это не оглядываюсь, хотя я стараюсь какие-то темы последние там пару лет не сильно затрагивать, потому что очень они болезненные, но, в принципе, мои позиции всем ясны. Но дело в том, что вот это вот зонтичное обвинение, они же против всех идут, против студентов. Вот все, конечно, студенты в Америке, они все за Хамас. Вот, там кампусы, все, профессора, все антисемиты. Евреи, не евреи, неважно. Все, и главное, поддерживать всех Хамас. Это же, мы это все слышали, это, так сказать, неудивительно. Но я просто что хотела сказать, что когда я своим студентам объясняю, в чем разница между, если вернуться к моей мысли по поводу дискриминации и того, что вот в Иране там на площадях вешают, а у нас не вешают, и, скорее всего, не будут, я надеюсь, да, но на самом деле вот этот закон о пропаганде, российский закон ЛГБТ-пропаганда среди детей запрещена. Если два человека идут по улице, держась за руки, и их видят дети, это пропаганда ЛГБТ или не пропаганда? Вот и с этого все начинается. Ребенок увидел поцелуй в кино, это гей-пропаганда, мы кино запретим. И так далее, и так далее. То есть совершенно от нас до вот этой репрессии вот таких один шаг, и совершенно не нужно вешать на площадях для этого. Саш, тебе слово. Есть несколько моментов, и первое, что хотел бы сказать, вот этот закон, его формулировка, она базируется, опять же, на логической ошибке, на ложных предпосылках, потому что это предполагает, что сексуальную ориентацию можно каким-то образом запропагандировать, скажем так, да? Ну,
Я на это могу ответить следующим образом. Я обычно так отвечаю. Я взрослел в стопроцентно гетеросексуальном обществе. Вокруг меня была исключительно гетеросексуальная пропаганда. Казалось бы, все дороги идут туда. Но, однако, я вырос тем, кем я должен был вырасти. Поэтому говорить о том, что можно что-то запропагандировать, это изначально ложное утверждение. И когда гетеросексуальные воинствующие гомофобные люди начинают говорить о том, что вы мне тут пропагандируете, допустим, комментируя какие-нибудь прайды, гей-парады так называемые, а, я могу сказать, что, извините, я в своей жизни, выйдя даже в Нью-Йорке, я вижу так много гетеросексуальной пропаганды. Почему вы можете ставить фотографию своей гетеросексуальной семьи у себя на рабочем столе, а если это сделаю я, то это будет пропаганда. У нас тут небольшие, так сказать, бывают с интернетом проблемы, поэтому немножечко может скакать видео. В конечном результате я обрежу куски, где у нас зависал интернет, поэтому, дорогие зрители, если что-то там немножечко не состыкуется, прошу прощения заранее. Добавить, знаешь, что вот то, что ты говорила о том, что не обязательно вешать на площадях. Мгм. А, Мало кто может быть в курсе этого закона о гей-пропаганде, так называемой российской, но там же прописана не просто какая-то терминология, там прописаны конкретные запреты. Ты не можешь говорить в средствах массовой информации о гомосексуальных отношениях даже в нейтральном контексте. Если ты об этом говоришь, то ты должен говорить об этом только в негативном. Понимаешь, как это могут воспринимать взрослеющие подростки, которые себя осознают частью меньшинства? То есть они с детства понимают, что они какие-то ущербные, неправильные, что их все отторгают, соответственно, их подталкивают к тому, чтобы они закрылись, и этого самого камин-аута никогда в их жизни не случилось. Ну, я не знаю, как минимум это ведет, видимо, к каким-то психологическим серьезным проблемам. Безусловно. И тут опять мы возвращаемся к тому, что пропагандировать можно только что-то плохое, да, получается, что обычные гетеросексуальные отношения это не пропаганда, потому что это нормально, а значит, все остальное это как бы ненормально. И тут тоже такая важная мысль, которую я обычно говорю, она очень всем не нравится, вот когда мне начинают какие-то там родители, допустим, говорить, что ну вот, если вы начинаете так эту тему, опять же, пропагандировать, там, развивать и так далее, то какой-то ребенок не гетеросексуальный ребенок, он травмируется обо что-то или там, не дай бог, кто-то может, то есть попадет в эту неловкую ситуацию когда-нибудь, когда либо, может быть, он подумает, что он гей, потому что это модно, и потому что это кульно быть в молодежной среде теперь. И это может быть вполне, все, что запретно, может вполне становиться, так сказать, были периоды, мы знаем, и в истории западной цивилизации, когда секс становился там супер важной частью молодежного движения, а потом все были откаты, да, когда опять консервативное поколение было, а потом было поколение, которое там лифчики какие-то сжигало, там все это знаем, да. В общем-то, не совсем, так сказать, нормальное обычное поведение, но это был, естественно, откат в ответ на запреты. И тут тоже может быть сейчас слишком все, в каждом фильме должен быть обязательно гей вот на Западе, или там, я не знаю, парады, зачем парады, их увидят дети, они травмируются, если дети обычные. И тут я обычно отвечаю, что хорошо, вы заботитесь об этих, сколько геев рожденных, в принципе, по населению процент. Ну, там сколько, 2%, 5% идут, споры на эту тему идут, неважно. Вот эти 95% обычных детей, да, из них кто-то травмируется. А вы не подумали про вот, представьте, так вот, даже если это 1% от населения, это огромное количество людей. 1% от населения – это огромное количество людей в абсолютных цифрах. И вот веками и десятилетиями при нашей жизни, но и веками до этого эти дети были травмированы вот этой гетеросексуальной, да, давлением, шеймингом и прочим. Почему вы на эту тему не переживаете? То Мне есть кажется, что здесь есть некое лицемерие, когда люди так говорят, потому что, как правило, ну, то, о чем я могу судить, сталкиваясь с комментариями в социальных сетях и с репликами непосредственно в лицо, как правило, люди прикрываются детьми абстрактно. Они выдают свои желания, свои запреты, прикрываясь
это взрослому человеку неприятно, и он не может подобрать факты в пользу его позиции. Поэтому есть такой удобный, всеми уже признанный факт – дети. Давайте защитим неких детей. Когда мы с тобой договаривались обсудить какие-то новости и так далее, я заглянула в твой Facebook, просто посмотрела, о чем ты последние пару недель писал, чтобы какие-то, может быть, темы выбрать. И вот, в частности, ты написал такой пост о том, что, сейчас я его не вижу, но я по памяти скажу, что у тебя, ты несколько лет назад на курсах был с какой-то украинкой, или неважно, с кем, россиянка-украинка, неважно, и вы с ней там учились на каких-то курсах, тоже неважно на каких, и с тех пор вы не общались. И вот сейчас, ну или там как-то пунктирно общались, а вот сейчас она тебе написала, и она не знала, что ты гей. И вот сейчас она тебе написала, и ты ей вроде бы дал свой Facebook или что-то в этом роде, она заглянула, и она, в общем, увидела, кто ты, и не про, ты, то есть ты гей, а кроме того у тебя есть муж, а кроме того твой муж еще и не белый, а афроамериканец, черный, опять же, как тебе комфортно называть по-русски. Вот, и ты написал, что... Я вот ждала катарсиса от этого поста какого-то, думала, сейчас чем-то закончится, да, а ты просто написал, что... И вот она это восприняла адекватно, и что тебе так важно, что она восприняла это адекватно. И ты знаешь, меня просто сжало сердце, честно говоря, я это прочитала. Я думаю, боже мой, как мало нужно для того, чтобы... то есть чего ты ожидал, вот, да, то есть ты каждый раз, когда такое происходит, всегда ожидаешь подвоха и ожидаешь плохой реакции. То есть я думала, она сказала что-то хорошее, или она, наоборот, сказала что-то плохое, будет какой-то вывод. А на самом деле для тебя является приятным, важным в твоей жизни, да, подтверждением очередным, что кто-то просто адекватно отреагировал. То есть где мы находимся как общество, вторая четверть 21 века, да, мы живем в Америке уже, в общем-то, и вот все равно просто адекватная реакция стоит дорогого. Вот меня просто это, я хотела сказать, просто меня это немножко так вот поразило. Ну, ты права абсолютно, но здесь, видимо, еще сказывается мой бэкграунд, который я тащу из России и буду тащить всю свою оставшуюся жизнь. Потому что, да, для меня каждое доброе слово, как для кошки, приятно, да, вот в этом контексте, если возможно это употребить. Девушка была из Украины, о которой ты сказала, и я ей кинул ссылку на программу, которую мы делали о Филадельфии. Там действительно был мой бойфренд, мы пока не расписаны официально, и бойфренд моего друга, с которым мы делаем YouTube-канал. У него тоже, а у него, кстати, муж, у Сергея, у него тоже муж черный американец. Кстати, черный вполне корректно. Да, я знаю, конечно, я тоже А, всегда на эту тему спорю, когда люди начинают со мной это самое. Да, это нормальное слово Если совершенно. просто оценивать пропорционально количество негатива, которое я ловлю по этой теме, по теме отношений с черным мужчиной, это будет несоизмеримые пропорции. Хейта гораздо больше. Конечно, я не Ну, то, сомневаюсь. что я каждый раз удивлялся, что кто-то воспринимает это совершенно адекватно и спокойно, но мне действительно всегда это немаловажно, мне это приятно. Конечно. Ну, я тут только могу сказать, что раз вы еще не женаты, то теперь я жду приглашения на свадьбу. Ну, то есть я просто должна это сказать. Да, Ам, Что-что? все никак не соберемся, но Да, ну, предложение я уже сделал, да. я знаю теперь, чего вы ждали. Да. Шучу. Так, давай перейдем теперь к вашему каналу. Это тоже очень интересная история. Значит, вы с напарником Сергеем последний год, опять же, поправишь меня, если я не права, ведете канал, который называется «США понаехали и остались». Вы сейчас расскажете, что вы там, о чем вы там рассказываете, о чем, но для начала название. Почему такое название, откуда оно взялось, смешное, и как вы его придумали? Оно даже не из США, оно у нас официально идет «Понаехали и остались». Мы долго вертели, как бы быть оригинальными, немножко запоминающимися, немножко юморными и отталкивались от разных клише, каких-то необычных слов. И вначале у нас было слово «понаехали», а потом я не знаю, как родилось продолжение. И когда мы сейчас проводим, допустим, иногда экспресс-опрос на Брайтоне, люди слышат название канала, кто-то улыбается, а кто-то обижается. И на это я говорю, ну извините,
мы все понаехали в той или иной степени, и все мы здесь остались, и в этом нет ничего плохого, изначально никакой негатив не закладывался в это название. Мы действительно уже Конечно. 2 года работаем. Ну, я тебе должна, кстати, сказать, что на самом деле слово США там важно, потому что когда я начала просто искать в поиске твой канал, в несколько других каких-то каналов с тем же названием оказалось, что существует. А вот когда пишешь США, вот тут вот появляетесь вы. И, ребята, пожалуйста, ссылка будет в описании к этому видео, пожалуйста, подписывайтесь на оба канала. Вот, ну, расскажи, о чем твой канал. Вот ваш канал, о чем и зачем. Ну, что эта идея принадлежит не мне, создание канала, эта идея родилась у Сергея. Он такой креативный у нас парень, а мы с ним знакомы буквально, ну, может быть, 4-5 лет. На одной из вечеринок наши общие друзья его пригласили, и с тех пор мы общаемся уже как друзья. А, Сергей, скажем так, прочухал то, что я умею делать хорошо. Он читает меня давно на Фейсбуке и понимает, что я пишу очень часто в пустоту. И как бы это все монетизировать. И он долго меня обрабатывал, что вот может быть так и так. А я в своей жизни так долго играл в разные средства массовой информации, в том числе в телевидении, что мне уже хватило. У меня свои достаточно высокие стандарты. И в один из дней я ему поверил, а потом я увидел, что он прекрасно монтирует и снимает, и он замечательно продвигает нашу идею. Поэтому то, чем мы сейчас занимаемся, то, на каком уровне это делаем, меня устраивает, и мы продолжаем искать некую свою нишу, и думаю, что у нас все получится. А канал наш, не знаю, у него нет четкого формата. Мы и о путешествиях, и о проблемах русскоговорящей миграции, и обо всем помаленьку. Сказывается то, что я как журналист, я понимаю, что я никогда не смогу работать с англоговорящей аудиторией в профессии. Поэтому моя ниша на стыке. Да, это очень интересно, очень здорово. Я могу сказать, что вот в описании вашего канала сказано важно. Мы поддерживаем Украину и всегда были против войны. На нашем канале нет места расизму и гомофобии. И демократия для нас– это ценность, а не ругательное слово. Ну вот если ты можешь пару слов сказать, зачем, например, вот такой делать дисклеймер, да, такое предупреждение на канале. Ам, Это наша гражданская позиция, это наши ценности, наши убеждения, которые мы разделяем. Возможно, сразу это кого-то отпугивает, но к нам надо привыкнуть. Мы не агрессивные, не злобные. Куда деваться? Действительно, для многих русскоговорящих слово «демократия» – это ругательство. И мы принесли его еще из России. Многие из нас принесли его как ругательство оттуда. И здесь продолжаем его воспринимать в таком негативном контексте. Хотя, что в этом плохого? Да, как и феминизм, как и многие другие слова, они, в общем-то, по-русски были долгое время негативны. Да, и для многих остаются, и я думаю, что для многих останутся на всю жизнь, к сожалению. Да, вообще эти русские, насколько в языке могут быть одни и те же слова семантически, да, меняться в зависимости от социальной, культурной окраски. Например, в Советском Союзе, я всегда привожу тоже этот пример, слово «карьера» было негативным, слово «карьерист» было ругательным, да, то есть этот вот да, забавно сейчас вот так думать. Действительно. Ну и что касаемо Украины, мы действительно Украину поддерживаем с периода, наверное, оккупации Крыма. У меня, наверное, это была протестная какая-то реакция на фоне того, что любое действие российской власти я воспринимал с недоверием и с отторжением. Уже после я прочувствовал трагедию, в котором оказалась Украина, трагедию, в которой она оказалась. И, конечно же, когда началась большая война, не было никаких сомнений, какую из сторон поддерживать. И как бы меня ни называли, предателем, перебежчиком, как угодно, Украина по своей идеологии, по своим устремлениям для меня намного ближе, чем современная Россия. И ты уехал в 2014 году, я правильно поняла? То есть именно в том году, когда как раз оккупация Крыма произошла? Да, но Крым здесь был, скажем так, в моей иммиграционной истории не при делах. Я уехал совершенно по другой теме. Так совпало. Да, Ну, слава вовремя, что богу, называется. слава богу. Как раз вот уже третий год, наверное. Что, третий год, извини?
На балконе у меня висит флаг Украины. Мы живем в частном доме, и на первом этаже у нас живет семья из Грузии. Мы когда знакомились, нам изначально дали понять, что мы будем говорить только на английском языке, хотя мне было понятно, что, скорее всего, не понимают по-русски. А потом, когда мы повесили флаг, и грузинка с первого этажа, она моложе меня немножко, она прям подошла и буквально со слезами меня обняла, потому что она думала, что мы такие типичные русские. А я когда, кстати, знакомлюсь очень часто с американцами или русскоговорящими американцами, я обычно подчеркиваю, что я не типичный русский. Я не хочу стереотипично примыкать к той аудитории, которую сейчас идентифицируют с типичными россиянами. Спасибо большое. Конечно, да, у меня тоже очень много было этих ситуаций, когда я же, опять же, русский язык, я говорю по-русски, я преподаю русский язык. Ну и, конечно, многие на это реагируют, не знают, как ко мне относиться. И тоже у нас, естественно, все 3 года висел украинский флаг, но я из Украины, но я не хожу, не говорю «здрасте, я из Украины», хотя говорю по-русски. Вот, ну, тоже, да, у меня были такие в жизни ситуации. Это очень приятно. И, кстати, с грузинами очень часто вот тут грузинских ресторанов довольно много, они совершенно прекрасные. Я когда своих американских родственников, у меня целая семья американцы, здесь, в Калифорнии, они когда приезжают, я их обычно вожу в грузинские рестораны. И там всегда очень тоже украинские флаги висят. И когда они, в общем, знают, видят, что я из Украины, там, если у меня флаг или что-то здесь там прицеплен, они всегда очень позитивно реагируют. Хотела у тебя спросить, вот у вас есть рубрика, где вы параллельно разговариваете, я видела просто пару видео забавных, где ты стоишь на Брайтоне, значит, твой напарник стоит в Манхэттене, так вы разделились, я так понимаю, ты живешь довольно близко к Брайтону, в частности, вот территориально, и вы берете интервью у прохожих, значит, в Манхэттене и на Брайтоне, и цель у вас исследовать культурные различия между типичными жителями Брайтон-Бич, вот, и Манхэттена. Я видела парочку довольно забавных ситуаций, когда вы спрашивали, например, про новости и про то, какие каналы слушают люди там, и вот ты на Брайтоне там спрашиваешь. Людей останавливаешь, твой напарник в Манхэттене останавливает людей. Ну и в Манхэттене люди говорят, конечно, совершенно разные вещи. Там мне смешно было, что кто-то новости из ТикТока узнает, например, там какие-то молодежь, там еще что-то, кто-то говорит CNN, кто-то еще что-то говорит. А на Брайтоне они все, значит, подряд говорят Первый канал, Fox News, Первый канал, Fox News. И кто-то даже специально добавил, ну не CNN же я смотрю, конечно. Это я прям засмеялась в голос на этом моменте. Ну расскажи немножко про эту рубрику и какие были забавные еще моменты с ней, если вот ты помнишь. Мы продолжаем искать формат нашей программы, и как раз то, о чем ты говоришь, это наше новое нововведение. Мы, наверное, какое-то время на этом формате остановимся, потому что видим большой отклик, большой интерес к такому формату. А, У меня телевизионный опыт работы большой, и я уже много лет знаю, что именно экспресс-опросы, они повышают смотрибельность. Это очень интересно людям видеть, как другие люди о чем-то рассуждают и что-то говорят. И есть такой момент, когда ты готовишься к очередному экспресс-опросу, ты на 90% уверен, что тебе ответят. Ты вот прям сформулировал для себя в голове вопрос, и ты знаешь, что вот эта аудитория ответит так, а это ответит иначе. И, как правило, это подтверждается. Я действительно живу недалеко от Брайтона, я живу в районе Манхэттен-Бич, это в паре-тройке блоков от Брайтона. И местная аудитория мне, конечно, знакома. И по рабочим моментам, и просто по пересечению в магазинах я прекрасно понимаю, чем они живут, и чем дышат, и за кого голосуют. Сережа живет в 5 минутах ходьбы от Таймс-сквер, поэтому он включается на Таймс-сквере у нас. Ну, Ну, я так понимаю, простите, это разница между айтишником и журналистом, да? Журналист живет в Бруклине, айтишник живет возле Таймс-сквер. Я, как так сказать, нищий преподаватель, это мы не который ходим живет в в Квинсе. Бруклин, но Сережа немножко отошел от IT, хотя он действительно из этой сферы. Ну, это наши нью-йоркские шутки, но я не могла это не сказать. Все нормально. Там стабилизированная арендная плата, которую мы очень... Ну, как у меня в Квинсе тоже, да. Ну, и у нас, кстати, тоже здесь частный дом, престижный район, но плата за последние 6 лет поднималась всего лишь пару раз, поэтому мы пока тоже живем неплохо для этих апартаментов.
Вам повезло, у вас, я знаю ваш район прекрасный, я туда езжу на пляж иногда летом, и это очень красивый, очень приятный район. Да. Если говорить об экспресс-опросах, то по большому счету люди и на Манхэттене, и на Брайтоне, они не такие уж и злые, как мы думаем о них, а они думают о нас. Как сказала одна из героинь опроса, что везде есть плохие и хорошие, везде есть дураки и умные. Культурологические особенности существуют, конечно, но они не настолько принципиальны, чтобы говорить о том, что мы совершенно из разных миров. Ну, конечно, это не так. Конечно. Ну, тут я должна задать вопрос, такой с подковыркой немножко, потому что каждый раз, когда я смотрю подобные, не только ваши, естественно, это жанр распространенный, спрашивают людей на улицах, да, опросы очень распространенные, и в России часто это делают, и в Украине это делают, и везде делают, и особенно, когда хотят получить всяких кучу смешных и безумных ответов, которые потом становятся вирусными там роликами, да. Так вот, по-честному скажи, вот вы вырезаете те ответы, которые вам не подходят для ролика, или вот там, допустим, у вас 10 человек вы остановили, 5 человек сказали какие-то вещи, похожие на то, что в Манхэттене бы сказали, а 5 человек сказали вот эту ерунду ожидаемую, вы оставили только 5. Вот по-честному скажи, как вы? Говорю как на духу. Мы с Сергеем ничего принципиально не вырезали для того, чтобы как-то подстроить срежиссированную нами заранее программу, предполагаемую, да. Мы вырезаем исключительно то, где человек говорит что-то невнятное, непонятное, ну, просто путается и разбивается, чтобы его не выставлять дураком. А то, что он сказал, ну, то он сказал. Мы не делаем специальную какую-то нарезку. И это касалось и опроса, который мы проводили по итогам прайда, который проводила русскоговорящая организация «Караван» на Бардбойке. Мы также пошли в народ и также выясняли мнение разных наших русскоговорящих людей об этом мероприятии. И получили для себя, кстати, неожиданно большое количество ответов в поддержку меньшинств. Ну и вставили их параллельно с теми людьми, которые были категорически против. Мы не подтасовываем факты здесь. Ну вот Ну, мне всегда, честно, это было интересно, потому что не может же быть 10 подряд ответов идиотских. Я не про вашу передачу, я говорю, когда специально, вот, да, явно или, понятно, что всех нормальных оттуда вырезали, да? на самом деле то, что ты видишь как зритель, это в итоге может быть ну, десятая часть из того, что мы получаем. Но мы получаем больше отказов. Когда ты подходишь с микрофоном к человеку, как правило, люди зажимаются и под разными предлогами уходят. Некоторые даже не говорят, там, извините, не готов, а просто уходят молча и игнорируя тебя. Только это мы, естественно, не берем. Хотя можно было бы из этого сделать нарезку, которая бы длилась 10 минут, как тебе говорят нет, нет, или просто молча уходят. Да. Ну, сделаем когда-нибудь. Ну хорошо, да, уважаемые зрители, давайте поверим людям на слово, что все ответы так и были. Ну, конечно же, там достаточно ожидаемые были ответы. Я тоже прекрасно понимаю, что если стать на Брайтоне и спросить 10 человек, то 9 из них ответят примерно так. Ну, вот это, кстати, был мой следующий вопрос. Вы как-то специально договариваетесь с людьми, что вы можете это показать и там в интернете или где-то, они дают какое-то разрешение вам, или это не оговаривается? Если есть микрофон, значит, вы можете делать, что хотите. На самом деле, какого-то специфического разрешения не требуется, если ты подходишь с камерой и по умолчанию человек, который тебе дает комментарий, дает интервью, он понимает, что это будет показано. Максимум, что людей интересует после этого, это на каком канале. Можно На для себя Первом или увидеть. на Fox News, да? Да, на картине ТВ. Да. Ам, Тут вот, кстати, хочу еще с тобой такой, как с профессионалом, в общем-то, фактически обсудить вопрос. Мне интересно так коротко очень. Я стала об этом думать. Есть, оказывается, два формата, опять же, тем нашим зрителям, которые интересуются видеоблогингом, там, и ютубом, и каналами, и вот всем, как это все устроено. Оказалось, что, ну, что значит оказалось? То есть я понимала, что должно быть какое-то разделение, я просто не знала, что действительно это есть такая тема. Интервью, да, там вот видеоинтервью и подкасты. И вот, оказывается, есть какая-то разница. Я ее чувствовала интуитивно. Значит, интервью – это когда вот я там интервьюер, я просто задаю тебе вопросы, чем короче, тем лучше, и слушаю твои ответы на них. А подкасты – это когда, в общем-то, беседа, да, то есть когда мы там о чем-то
болтаем вместе. И, конечно же, понятно, что если это мой канал, то тебе больше слова, но что ты гость. Но, в принципе, это диалог. И мне всегда такой формат интуитивно, он был ближе. И не только потому, что я болтливая, что правда, и люблю разговаривать и высказывать свое мнение, но и потому что, когда я слушаю передачи, мне такие тоже интереснее передачи, чем чистые интервью, даже я себя на это много раз ловила, даже если гость какой-то известный человек, я хочу услышать, что он думает, но все равно вот этот такой диалог и связь между двумя людьми, она всегда интереснее мне, чем чисто интервью. Но это совершенно не обязательно так. И очень многих людей это раздражает. И даже мне в комментариях часто пишут зрители, почему она так много разговаривает, зачем она пригласила гостя, почему она ему... Вот, и вот, уважаемые зрители, пожалуйста, не надо мне этого писать. Ну, напишите, конечно, если хотите, но вы меня никак не сдвинете с моей позиции, потому что диалог, с моей точки зрения, интереснее. Но это не обязательно должно быть так. Я понимаю, что людей может это раздражать. Вот расскажи, что ты думаешь на эту тему. Я думаю, что работать надо с удовольствием. Если тебе такой формат близок, надо его долбить, 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 и когда-нибудь ты получишь результат. А, Как мне говорили на журфаке в каких-то там начале 90-х, может быть, да, о том, что, ну, тогда не было слова, понятия подкаст, тогда были только классические интервью. И И ток-шоу не было тоже. Вот потом появились же ток-шоу, когда уже люди, да. так или иначе, но тем не менее, я помню, мы разбирали варианты портретных интервью, больших интервью с каким-то героем, с каким-то персонажем. И нам говорили, что крайне редко ведущий журналист может быть интересен публике. Он всегда вторичен. Нужно быть такой персоналитетью, как, я не знаю, как Листьев, там какие-нибудь большие, как Познер, когда его высказывания самоценны, и аудитория их воспринимает тоже как экспертные какие-то мнения. А на самом деле наша роль, наша журналистская роль – это максимально помочь открыться тому человеку, которого ты пригласил. Это не всегда бывает интересно, потому что не всегда гость вытягивает до того уровня, до того экспертного уровня, который захватывает твое внимание. И как раз-таки формат подкаста, когда диалог, он может помочь раскрыться и гостю, и человеку, который организовал все это действо, быть более выигрышно представленным. Поэтому каждый выбирает, что ему близко. Здесь нет каких-то жестких рамок, и это хорошо, наверное. Ну да, я себя никогда, естественно, как журналист не воспринимала, не позиционировала. Когда появился вот этот стиль подкастов, да, я начала их слушать. Я много ездила на работу на машине, много в машине слушала радио. Там появились вот всякие такие передачи, и меня это гораздо больше привлекало, так не привлекло, чем как слушателя, чем чисто интервью. А ты как слушатель что больше любишь? Так много времени, так мало времени остается, что уже сложно сказать, что я люблю последнее время. Я хотел сказать вот что. Тот Да. формат, который ты сейчас предложила, он даже психологически более комфортен для собеседника, потому что он позволяет больше раскрепоститься. Может быть, у меня есть, как у приглашенного человека, больше времени подумать. Я вижу, что ты не держишь меня за эксперта, что мы в этой ситуации, может быть, даже на равных где-то. Поэтому это психологически более комфортный вариант общения. Спасибо. Ну, это да, это, кстати, тоже я об этом думала, потому что когда меня начали впервые там приглашать, вот тот же Юрий Рашкин, когда просил меня разговаривать, я все время ему говорила, давай сделаем диалог, да, не надо, я не хочу быть единственным, кто говорит, несмотря, опять же, на мою любовь поговорить. Пожалуйста, веди диалог. Ну что, у нас есть еще несколько минут, чтобы, так сказать, обсудить пару тем. Мы хотели с тобой какие-то новости. Тут немножко вот грустно, я просто не знаю, стоит ли на грустной ноте заканчивать, но посмотрим, может, еще успеем не только грустную. Я заглянула, опять же, в твой Facebook, чтобы посмотреть, о чем ты писал. Я ожидала, ну, какие-то новости мы с тобой собирались обсудить. Я ожидала там, ну, Трамп, самолет, да, там, ну, все понятно, что там мы обсуждали на прошлой неделе. И вместо этого я задержалась совершенно на другой новости, которая сейчас я прям вот зачитаю, значит, в новости бросилась в глаза про российского туриста в Майами. О чем ты написал, я узнала об этом из твоего Фейсбука. Значит, история такая, что вот буквально там пару дней назад
некий российский турист, я не знаю, турист или ну, приезжий было написано, который попал на камеру в многоквартирном доме, в котором он, то ли он снимает квартиру в отпуске, то ли он у кого-то живет, непонятно это. Вот. И он, возвращаясь из бассейна, который к этому же дому принадлежит, домой, он физически очень агрессивно, мягко выражаясь, вел себя со своей двухлетней дочкой и попал на камеры дома, этого вестибюля этого дома. Это видео попало консьержу дома, и консьерж тут же отдал его полиции. И этого, значит, мужика арестовали, держат сейчас без права на залог, не собираются его никуда отпускать. Он сказал, что пытался там в суде сказать, что ему нужно уже в июне уезжать домой в Россию, но, видимо, он никуда не уедет, потому что ему уже выдали там обвинение в насилии физическом и так далее. Видео очень тяжело смотреть, я даже не хочу его, я вот сначала думала там показать кусок, но я даже не хочу показывать, даже без звука с этих камер вестибюля, и то тяжело смотреть, он ее там и роняет на пол, и тащит за волосы, двухлетний ребенок, двухлетняя дочка. Вот, и во-первых, ты об этом рассказал, то есть вот я узнала, опять же, из твоего Фейсбука. Как ты думаешь, вот я просто к чему хочу подвести? Ну, понятно, что всякое бывает. Ясно, что и американцев можно найти, которые с физическим насилием и все что угодно. Но я много раз слышала жалобы от русскоязычных иммигрантов именно на то, что здесь, какая здесь ужасная, значит, ситуация, что государство вмешивается в семью, в воспитание детей. Вот тут нельзя уже там шлепнуть своего ребенка, соседи тебе настучат, у тебя там чуть ли не отберут ребенка. И вот в связи с тем, что мы уже с тобой раз поговорили про Россию, про законы в России, кроме законов про пропаганду ЛГБТ, которые мы обсуждали, с другой стороны, там недавно, если ты знаешь, ну, относительно недавно, несколько лет назад, декриминализовали закон о домашнем насилии. То есть теперь избиение, там, условно, жены это не уголовное преступление, а административное нарушение. И когда мы говорим о семейном насилии, мы думаем именно об этом. Муж бьет жену, а на самом-то деле ведь у этих людей есть дети. И, естественно, о том, что бить детей и так далее, это физическое насилие, это даже, по-моему, не обсуждают, потому что тогда придется, не знаю, полстраны, наверное, пересажать, если сажать за то, что детей бьют, потому что есть эта культура. Что ты думаешь на эту тему? Я тут много всего как бы. Я думаю, так много тоже на эту тему, потому что у меня свой печальный опыт личной жизни в этом контексте. Знаешь, мои самые яркие воспоминания детства – это то, как мой отец избивает мою маму. А, И я помню ситуации, когда я уже был чуть взрослее, когда мы вызывали тогда еще милицию. Милиция приезжала, но его не забирали, отца моего не забирали. Были явные следы побоев и у меня, допустим, и у мамы, но непонятно, как вообще, до какой ситуации нужно было довести это домашнее насилие, чтобы они отреагировали. То есть в какой-то момент я сказал, вам нужен труп, потому что никаких последствий вызова милиции не было. Но даже когда его забирали, были такие ситуации все-таки, то он приезжал, и все начиналось еще с большей агрессией. Поэтому традиции такие патриархальные в России, я бы сказал, многовековые. И то, что они сейчас это подводят под, делают это нормализуемым, ну, к чему это может привести? К тому, что насилие будет процветать, женщина будет убивать своих насильников, мужей, а мужья будут убивать своих жен. Да, ну как ты вот думаешь, Давнишняя в прошлой российской жизни, которая отсидела несколько лет за убийство своего мужа. Он ее избивал регулярно, он ей, вплоть до того, что он ей ломал ногу. Она вызывала полицию, но ничем это не заканчивалось. И в какой-то из таких ужасных дней она его убила, она его закрутила в ковер и выставила на мороз на балкон. Отсидела она, ну, что-то около более 10 лет. Когда она вышла, это был человек, который а, сломленный и совершенно не приспособленный к жизни на воле. Есть такое исследование, что около 5 лет нахождения в российских тюрьмах, оно меняет психику уже безвозвратно. Так вот, это как раз был тот случай, когда человек, все, он уже
он уже неправильный, и починить его, наверное, уже невозможно. Да, это я, извини, прости, я, конечно же, не знала, что у тебя такой опыт был. В детстве я просто, ну, почему-то вот обратила внимание, действительно, что ты эту новость так перепечатал, и видно было, что она тебя задела. Вот как ты думаешь, вот эта ситуация, отец, говорят, что этот ребенок с матерью, ну, тоже тут вопрос, а где, собственно, эта мать была все это время? Вот, как ты считаешь, правильно в такой ситуации действительно там отбирать детей, сажать этого отца, или надо его там отпустить обратно в Россию, или что вот как ты считаешь? Я понимаю, что мы тут не можем решить, что правильно по закону, но как ты думаешь? Ну, на мой взгляд, конечно, да, таких родителей нужно лишать родительских прав по суду, по закону, если закон это предусматривает, и нужно проходить какие-то а, психологические тренинги для таких родителей. Наверняка они какие-то сами покалеченные своим опытом детским, чем угодно, неважно, но то, какими они сейчас уже являются сформированными, это просто опасно для их собственных детей. И детей нужно просто обезопасить. А этот человек, о котором мы конкретно говорим, он просто душил своего ребенка, и то, как он с ним обращался, ну, невозможно оставить без вмешательства. Интересно, что ты это вот упомянул про психологические там тренинги, потому что, я посмотрела новость, у тебя просто была, ну, скопирована из, информация просто из СМИ, а я, собственно, нашла там эту видеоролик, собственно, новостей вот этих из Майами, в которых говорили, и там брали интервью у людей, которые живут в этом доме, и брали еще там у кого-то интервью, в частности, то ли он полицейский, насколько я поняла, который как раз пришел туда, и его спросили, что, и он, вот опять же, неожиданно для меня, да, такой дядька суровый, он, значит, там в форме весь такой вообще майамский такой полицейский, и он говорит, я думала, он там сейчас скажет, ну, не знаю, отца там надо на всю жизнь, там в тюрьму, там надо еще что-то. А он говорит, ну, я бы советовала отцу обратиться за психологической помощью тоже. Он такой вот, видишь, все-таки это психолог. Он говорит, я считаю, что ничего в этом такого нет. Люди, если тебе нужно, не можешь сам справиться, надо говорить со специалистами. И опять же, вот на меня это такое произвело немножко впечатление, потому что для русскоязычной культуры это совершенно не типичное было бы, особенно для такого там крутого дядьки, какой тебе там полицейский, да, русскоязычный скажет идти к психологу, да, вот, а это вот все-таки немножко другая культура, мне кажется. Ну, я тут печальную как бы тему, естественно, открыла зачем-то к концу, но все-таки я думаю, что это очень важная тема, и тема, опять же, если мы говорим о культуре, тема насилия, тема семейного насилия, тема того, как это решается в разных странах. Я, конечно, очень надеюсь, что и папашу этого там засадят, они просто вернут домой, и чтобы он мог дальше тем же самым заниматься в России. Вот, и что ребенка спасут от такого отца. Безусловно. Ну, давай немножко в какой-то к завершению нашего эфира уже, мы уже долго, так сказать, в эфире, может, что-то позитивное мы можем сказать из последней недели, там, двух или что-то, или то, что произойдет в ближайшем времени. Может быть, ты можешь что-нибудь вспомнить. Знаешь, вот не могу, к сожалению, потому что все, Ничего позитивного. последнее время, ну, как правило, окрашивается в темные тона. И наш американский президент подбрасывает, если не каждый час, то каждые пару часов нечто такое, что мы все хватаемся за голову. Но есть в этом небольшой плюс. Человек склонен менять свои точки зрения так же быстро, как он к ним приходит. Поэтому я бы посоветовал людям, которые остро реагируют на какие-то его заявления, досчитать до 10, и, возможно, за это время он от них откажется. Это правда. Но он-то отказывается, но он что-то, по-моему, отказывается в какую-то еще худшую сторону. Там, по-моему, как-то Ну, нужно принять как должное, как факт, то, что страна избрала социопата, глупого человека, если не сказать грубее. И нас радует хотя бы то, что в этой стране мы можем называть президента какими угодно словами, и пока мы защищены первой поправкой свободы слова. Мы не пока можем что. приступать к насилию, да, а говорить о том, что он негодяй, подлец и мошенник, это будет в соответствии с законом.
Ну, вообще мы, да, дожили до ситуации, когда вот это вот, что мы пока что можем выйти, помнишь этот старый советский анекдот на Красную площадь и закричать, что Трамп дурак, да? Мы пока что можем это сделать безнаказанно. И вот это, дамы и господа, это наша позитивная информация на сегодня, да? Я так понимаю, что мы все еще можем ругать Трампа. Мы какое-то время назад с тобой затронули такую мысль о том, как американцы воспринимают нынешние реалии, как мы на них реагируем. Так вот, мы, может быть, более серьезно относимся к тому, что происходит в Америке, как раз по той причине, что мы знаем, как быстро все может повернуться. У нас нет такой убежденности, что в этой стране система противовесов сработает на 100% и все вернется на круги своя. Все может порушиться достаточно быстро, поэтому я бы посоветовал американцам серьезнее относиться к тому, что мы переживаем. Да, это правда. Это все, мы все находимся, я думаю, что живущие в Америке, и особенно американцы, которые здесь родились и не видели никогда, не жили никогда при репрессивных режимах, они, в общем-то, не понимают, какая тонкая грань отделяет нас от этого. Я это часто говорю в эфирах тоже, что, в общем-то, поменять все можно в худшую сторону довольно быстро. В лучшую сторону трудно поменять, а вот в худшую довольно быстро. И тоже твои посты, я вот, ты сказал, что про Трампа, который социопат, я тоже хотела, кстати, перейти от того, что вот, да, тут культура насилия и все такое, и мужик, который, да, своего ребенка к нему агрессивно так, с ним себя ведет. А следующий буквально у тебя пост был как раз о том, что проблема в том, не в том, что Трамп глупый и корыстен, я прям цитирую сейчас, вот, а проблема, основная беда в том, что он социопат, человек без жалости, стыда, эмпатии. Ты это написал в связи с тем, что что у Байдена обнаружили 2 дня назад, сообщили, что обнаружили рак в терминальной, видимо, стадии. И Трамп сначала к нашему общему удовольствию написал, то есть мы боялись, что там он сразу что-то, естественно, ляпнет, но он написал действительно какую-то, видимо, положено заготовленную там сочувствие его семье, что, в принципе, хорошо. Но тут же разразился опять какой-то статьей, то есть идиотской, после которой ты, собственно, и написал вот это вот о том, что он человек без жалости, стыда, эмпатии, и тут же прям подряд у тебя вот этот вот отец в Майами, да, с ребенком, я прям связала как-то эти две вещи, у меня вот это вот в голове, потому я их, собственно, рядом и написала. Вот, ну, дамы и господа, простите, пожалуйста, что мы на такой печальной ноте, в общем-то, вынуждены закончить наш эфир. Я надеюсь, что мы сегодня довольно много интересных вещей все-таки обсудили и важных, и не совсем уж депрессивных. Вот, у нас начинается, кстати, в Нью-Йорке месяц гей культуры, да, как это называется нынче у нас. И я надеюсь, что-что? Дни гордости, которые говорят. Хотя тоже многие привяжутся к слову, почему гордиться. Гордость, да. Но Ну, я, кстати, писала на эту тему, что по-английски слово pride это не то же самое, что по-русски слово гордость, просто нету более хорошего перевода на русский, но не все слова переводятся на 100% четко, но да, месяц гордости будет, и, соответственно, обычно это достаточно веселый месяц со всякими забавными и прикольными событиями, которые кульминируются в конце месяца в парад гордости, но до этого еще тут много всего происходит. Я надеюсь, что все-таки месяц этот будет, несмотря на все, веселым и полным каких-то позитивных вайбов. Вот, я тебе этого желаю. Спасибо большое за то, что согласился поговорить со мной. спасибо большое, Аня, за то, что пригласила. К сожалению, мы, конечно, все не можем обсудить в рамках одной программы, но, может быть, когда-нибудь еще встретимся. Я надеюсь, что мы будем продолжать. Если будет о чем, будешь рассказывать о своих забавных брайтонских программах еще, и что ты там нового услышишь. Спасибо большое, Аня. Всем спасибо. Пока.